Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин Винтаж. Сегодня продолжаем поиск клада. В моей коллекции много уникальнейших украшений, которые хочу вам показать. Сама разбираю свои закорма и ищу, конечно, вещи, о которых я забыла. Поиск этот очень интересен, увлекательный. И давайте приступим. Буду доставать по очереди из своего ящика. Кстати, кто не посмотрел видео о моих винтажных антикварных комодах, просто посмотрите, как я храню свои украшения и сколько у меня их. И, в общем-то, поиски клада у себя в комнате. У меня целая винтажная большая комната, которая полностью забита уникальнейшими украшениями. И давайте приступим. Буду брать по одной броши. Броши просто великолепные. Показывать вам я их буду на подставке. Это удобно будет и вам, и мне. Буду брать все подряд. И первая брошь, которую хочу вам показать, это совсем недавняя моя находка. Нашла в пакете. Пакеты я покупаю в благотворительном магазине, иногда на каких-то гараж-селах, иногда штучно продают эти пакеты, иногда в комплекте с какими-то другими украшениями. В общем, целыми кучами иногда продают просто уникальнейшие украшения. Это брошь Сара Кавентри с маркировкой. Кто не посмотрел видео, где я нашла эту уникальнейшую брошь, посмотрите. Брошь просто великолепная, отличные кабошоны, взяты вкрапанные. В общем, прекрасная брошь. Этому украшению я очень рада и довольна. Следующая брошь тоже совсем из недавних моих находок. Вот такое сердце, тоже показывала, рассказывала, как я его нашла. Плечики, застежка. Ну, на этой броши не буду долго останавливаться, так как я ее действительно очень подробно показала, рассказала все про нее. Давайте пойдем дальше как раз к тем украшениям, которые совсем залежались. Давно я их не доставала, не проветривала. И это вот такая брошь. Очень красивая. Посмотрите, эмали с внутренней рисунком, то есть броширование сделано по металлу, затем нанесен слой эмали и залито стеклянным. В общем, смысл такой, что это ручная роспись. Кабошон просто великолепный, брошь в отличном состоянии, застежка, плечики, маркировки на этой броши, хотя вот вижу что-то маленькое, но совсем-совсем незаметное. Не могу прочитать. Посмотрите, вот тут вот есть маркировка, но прочитать ее просто невозможно. Кто-то, возможно, знаком с этой брошью. Напишите, пожалуйста, чьих она будет. И, конечно, вижу, что, возможно, эту брошь можно надевать как подвеску. Возможно, это просто какие-то вот такие детали. Ну, в общем, великолепная брошь в моей коллекции. Очень меня радует. Следующая брошь вот такая. Тоже совсем недавно я ее нашла. Стекло молочное в отличнейшем состоянии. Маркировки нет. Так, обратная сторона выглядит. Прекрасная брошь. Да, я не проверяю перед камерой сейчас исправность этих замочков. Все броши в исправном состоянии. Просто хочется вам как можно больше красоты показать и не заострять внимание на их состоянии. Вот такая великолепная брошь. Просто любуемся. И все. И следующие броши тоже уникальный. Это брошь велосипед. Видите, при этом у него подвижная деталь. Очень люблю я вот такие броши характерные, подвижные, такие, которые вызывали как бы какой-то интерес. Не тот вот стандартный вид броши, когда металл, кабошон, какие-то кристаллы, а именно вот такой стиль украшений мне тоже очень нравится. Так, и здесь и есть маркировка, это JG,
Компания как раз славится своей оригинальностью. Украшения от JG очень индивидуальные, узнаваемые и всегда какие-то необычные. Вот это вот брошь такая, брошь велосипедиста, я бы ее назвала. Следующая брошь тоже выполнена в таком же оттенке металла, тоже такая характерная для любителей чая. Видите, пакетик чай, ну, чай из пакетиков, думаю, относительно недавно стали пить. Думаю, что эта брошь все-таки относится к 80-м, и это брошь с маркировкой. Видите, одна из деталей этой броши филигрань, и маркировка Creativus, что-то, Hats. Не знаю, что это такое, но, кстати, есть указание пробы. Это брошь серебряная. Кто-то знаком, если с этой компанией, пожалуйста, напишите подробно про эту компанию. Кстати, мне встречались уже броши вот с подобной деталью. И некоторые зрительницы мне написали, что возможно сюда подвешивать очки, либо какую-то салфетку, либо что-то. В общем, это не просто так. Я когда приобретала эту брошь, я не сразу догадалась, для чего вот это вот кольцо. Ну, в общем-то, зрительницы мне подсказали, и огромное вам за это спасибо. Так, а мы идем дальше. Продолжаем разбор украшений в этом же оттенке металла. И это вот такая стрекоза, лаконичная, протереть ее нужно. Хотя и в закрытом состоянии броши все у меня хранятся, но тем не менее их периодически надо все-таки доставать, чистить. За ними нужно ухаживать. И это брошь без маркировки, но в отличном состоянии, такая лаконичная, простая, красивые кристаллы и глянцевый оттенок, вернее, глянцевая поверхность металла. Тоже вот как сочетание, да, велосипед, тут и стрекоза летает, и кто-то пьет чай. Но и следующую брошь, которую хочу показать вам, это вот такой жираф. Нашла я его довольно давно и про него совсем забыла. Незаслуженно он забыт в моей коллекции. Великолепный зеленый глаз, да, косит зеленым глазом. Красивая эмаль, все кристаллики у него на месте. Великолепный жираф, как же я про него могла забыть. Так, маркировки не вижу. Если вы видите лучше, чем я, обязательно дополняйте, пишите. Следующая брошь. Иду прям вот по порядку. Это вот такая брошь. Она хотя и крупная, но довольно-таки легкая. Так, сейчас я это уберу, покажу вам поближе, без рук, чтобы вы подробно все рассмотрели. Вот такая великолепная брошь. Пластиковый кабошон жемчужный. Бусины тоже под барочный жемчуг, но это пластик. Штампованная филигрань, что было характерно для 90-х, я бы сказала, 80-е, 90-е, но никак не позже 95-го года вот эти броши. Вот так обратная сторона выглядит. Простой замочек. Я по времени, по возрасту, вернее, могу ошибаться. Если кто-то со мной не согласен, тоже, пожалуйста, напишите. И уже, как говорится, по-другому посмотрим на эту брошь. Так, следующее, что у нас идет, вот такая брошь. Тоже показывала вам ее. Всем известная, как 1928 называется компания. Обратная сторона брошируется вот таким образом. Маркировки не ставятся, но брошируют таким узнаваемым образом. Толстая игла, длинная. И вот такой центральный кабошон. Думаю, что это родной кабошон. И вот сейчас, рассматривая вот эту центральную часть, идея пришла ко мне, а не натуральный ли это янтарь. Очень похож.
такой мягкостью своей. Янтарь все-таки мягкий материал и очень похож. Там имеются вот такие вкрапления, но такие, которые встречаются у янтаря. Что вы думаете по этому поводу? Как вам видится? Такая брошь-бант лаконичная и такая вполне себе на ежедневную носку пригодная. Так, следующая брошь роза. Великолепная. Очень люблю я эту брошь. Никогда про нее не забывала. Это брошь маркированная. И это, по-моему, трифари. Да, трифари. Обратная сторона также достойно выглядит, как и лицевая сторона. Брошь в отличном состоянии. Красивое броширование. Вот очень мелкое, похожее на велюр. Как будто она с бахромцой, такая велюровая, такое ощущение, что она как будто бы она мягкая. Сочетание брошированного, глянцевого металла, такой натуральный бутон, дизайн, очень красивая. Брошь не мелкая, видите, она такая массивная, серьезная, солидная, прекрасная брошь. Очень она мне нравится. В этой же части моего комода и находится вот такая брошь. Это, по-моему, тоже трифари. Я вот не знаю, например, как сортировать... нет, это Кристиан Диор, между прочим. Не хухры-мухры, Кристиан Диор. Я не знаю, как сортировать, как систематизировать именно сам принцип хранения, то ли по оттенкам металла, то ли по компаниям, то ли по годам выпуска. В общем, сложность у меня именно в этом. И как бы я ни пыталась в один ящик складывать все броши трифари, в другой там какой-то Сара Кавентри, у меня все равно все превращалось в какую-то неразбериху. В общем, кто как справляется с этой проблемой, пожалуйста, напишите. Это вот такой месяц, кристаллы на месте, броширование очень красивое тоже. Но я хочу показать вам в сравнении, насколько здесь броширование более такое акцентное, здесь более мягкое, тонкое. И оттенок металла отличается. Такой Кристиан Диор. Ничего себе, да? Так, а мы идем дальше. Следующая брошь, вот такая характерная. Я так вижу, что это танцующая пара. Хотя у дамы в руках сумочка, могу ошибаться. Но очень красивый сюжет, полет. И сам вот этот вот завиток все-таки говорит о том, что это все-таки танец, какой-то танец. Опять-таки сочетание брошированной поверхности и глянцевой. Силуэты такие четко прорисованные. Вот так покажу вам на подложке, вам видно будет лучше. Видите, как четко прорисованы силуэты, характер прослеживается. Очень тоже люблю эту брошь. Она крупная, такая тяжеленькая, крупная, солидная брошь. И это брошь от JJ, тоже вот маркировка. Ну, как я уже говорила, JJ это компания, которая отличается характерностью, отличается каким-то необычностью. В общем, ну, сюжет присутствует, это уже ее отличительный признак. Тоже прекрасная брошь, мне она тоже очень нравится. Следующая брошь — это зигзаг. Вот эту брошь я люблю. Это я ее назвала зигзаг удачи. Можно надевать в разных как бы направлениях. Можно надевать и вот так, буквой 3, и вот такой буквой В. Это тоже брошь маркированная. И это, сейчас, минуточку. Это тоже трифари. Так, вот я могу, например, вместе показать. Вы знаете, мне кажется, вот две вот этих броши, они как-то вместе тоже очень как бы хорошо смотрятся. Видите, можно ее как-то, как продолжение самой вот этой вот, самого этого сюжета, да, как-то подобрать. Ну, тоже, думаю, интересно все это будет выглядеть. Так, следующая
Так, минуточку. Это вот такая брошь. Эту брошь я тоже помню. Досталась она мне с потерями. Отсутствовал вот такой, как бусина, кабошон. Заменила на зеленый в надежде, что когда-нибудь подберется что-то более подходящее. Но подходящего не подобралось. Вот в таком состоянии брошь это и живет. Эта брошь довольно известная. Многие любители винтажных украшений имеют эту брошь. Это брошь от Сары Кавентри. Ну, в общем-то, если вдруг у кого-то есть вот такой кабошончик, дайте мне знать. Возможно, какой-то обмен, либо покупка возможно. Ну, не оставляю я надежд подобрать именно. Хотя и так она тоже хорошо смотрит. Две созревшие там ягоды или цветка и один вот такой зеленый, не созревший. Ну, скажу так, это, скажем, единственное подходящее по форме, потому что форма сложная, как видите. Она вытянутая, и вытянутая она с одной стороны утонченная, с другой, наоборот, более широкая. Так что найти сложно, но некоторые броши ждут годами своего часа восстановления и полного, скажем, доведения до отличного состояния. Так, следующая брошь это брошь «Звезда». Я знаю, что это брошь от Avon, могу ошибаться. Да, это Avon NR. Те любители винтажных украшений знают, что компания Avon не занимается производством украшений. Она заказывает свою бижутерию для себя, для своей компании, для распространения под маркой Avon бижутерию у известных дизайнеров и компаний. И часто встречается маркировка такая, что, например, Сара Кавентри для Avon я не встречала, но что-то вот подобное бывает. Красивая брошь. Красивый центральный кристалл, брошь многоярусная, в отличном состоянии. Ну и к компании Avon я отношусь тоже с уважением, интересом. Много интересных вещиц у них выпускается в плане косметики. И вот я сейчас заметила отсутствие одного кристалла, а ведь так не было. Хотя могу тоже ошибаться. Стоит восстанавливать эту брошь. Посмотрите, как сверкают невероятно кристалл. Вот показываю, не фокусируется, да, камера так, как бы хотелось. Поэтому лучше всего все-таки показывать на подложке. Видите, вся красота броши сразу становится видна. Невероятные кристаллы. Сверкают как бриллианты. Брошированная поверхность. Очень такая деликатная брошь. Интересной такой формы. И это тоже брошь имеет маркировку. И это тоже Трифари. Ну вот похоже, да, броширование сочетает компания Трифари. Броширование и матовое покрытие. Ну, брошь просто великолепная. Конечно, стоит подобрать кристаллик, и она просто будет неповторимая брошечка. Так, идем дальше. Да, совсем недавно я вам показывала клоунов. Сейчас покажу прям полностью коллекцию клоунскую. И первая брошь из этой коллекции, которая мне очень дорога, она мне очень нравится. Это такой грустный клоун. Прекрасная эмаль. Клоун в бочке. Мне кажется, напоминает Никулина почему-то. Как вам кажется? В отличном состоянии. Брошь с маркировкой или без. Сейчас, минуточку. Так, маркировки я не нашла. Если вы видите, пожалуйста. Мне вот тут показалось, что есть маркировка, но нет, это такое броширование. Но брошь в отличном состоянии, великолепнейшая, просто изумительная, характерная, просто чудо. Следующая брошь из этой коллекции это вот такой клоун, тоже маркировки нет, но он такой прям вот весь мимишный, на голубом фоне, розовые сердечки, ну, такой вот
Интересный клоун. И рука. Так, следующий клоун тоже я уже показывала. Нашла совсем недавно. Вот с тарелочками. Не буду на нем долго останавливаться. В этой компании также мой любимый клоун. Такой тоже с характером, с зонтом. Очень красивый кристалл вместо лица. Ну и красивая. Красивого оттенка металл, очень красивый, тоже тяжеленькая. Кстати, это броши пины. Это тоже пин-брошь. Так, ну и следующие две фигурки. Вижу, что уж никак они не относятся к клоунам, но тем не менее это вот человечки. Зеленый человечек. Это вылетело из головы. Напишите. Праздник такой есть. У нас тут празднуем. И это тоже есть маркировка. Сейчас, минуточку. SFG. Вот так. Не знаю, что это. Вот такая. Тоже красивая эмаль. Красивый зеленый человечек. Патрик. Вспомнила. Да, День Святого Патрика. И это вот такой эльфик. Ну и уж эта брошь как сюда попала в компанию клоунов, непонятно. Это ангелы, это семейная семья ангелов, папа, мама и ребенок. И это брошь без маркировки, но очень такая качественная, красивая. Очень красивая эмаль у этой броши. Просто великолепная. Чудная. Чудная брошечка. Так, и что осталось совсем немного. Здесь же находятся у меня в этой коробке и серьги. Серьги-клипсы с маркировкой. И это тоже трифари. Ну, это, вероятно, ящик у меня был в попытках, скажем, скомпоновать украшения в основном трифари. Но я знаю, что в других ящиках у меня трифари тоже есть. Поэтому попытка оказалась неудачной. Вот, в отличном состоянии. Опять это прекрасное броширование. Сейчас клоунов уберу, чтобы вам было удобнее рассмотреть эти серьги. Красивое, прекрасное броширование. Мне кажется, эти серьги вполне бы могли сочетаться и вот с этой прекрасной розой. Очень хорошо. И с месяцем тоже очень хорошо. В общем, вот такая сегодняшняя коллекция, разборка у нас получилась. Жду ваших впечатлений, жду ваших комментариев, жду ваших подсказок. Те украшения, которые, возможно, я что-то про них неправильно рассказала, пожалуйста, не судите меня строго. Всем мира, добра и красоты. С вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.